Мы с ребятами недавно пережили большое нападение на нашу деревню, и в этом видео мы вам покажем, как это все было и каким образом мы ее восстановили. Произошло все в далеком 2024 году. Так вышло, что 500 дней выживания мы преодолели давно, а рейд так и не отбили. То разбойники приходили не вовремя, то у нас не было настроения и ресурсов с ними сражаться. Все же мы решились, и ночка нас ждала очень необычная. Как храбрый борец я торжественно вошел в деревню с полной смелостью и отважностью. Да и к тому же несколько сильных богатырей готовились мне помочь. Брат за брата, плечо к плечу мы стояли и ждали первой волны. Мы готовы были дать достойное сопротивление. Эти стены нельзя было сломить, но можно было обойти. Этим и воспользовались вражеские неприятели. За захватчиками был хитрый план и маневр, но наши силы смогли дать отпор быстро и как надо было необходимо. Погнали, братья. Желание победы, стремление победить было за нами. Только, как оказалось, спустя почти 100 дней рейда были и те, кто на защиту деревни не пришел. Но об этом позже. В итоге мы победили, но заплатили большую цену. Любая война – это потери. Мы потеряли почти половину наших жителей, и спасти смогли мы только одного. Где же библиотекарь, который продает мне книгу на починку? А на удачу 3, а эффективность 5. Жители, куда вы пропали? Это стало одновременно и победа, и поражение. Потому пора восстановить деревню. В голове было много идей и только одна проблема – как все реализовать. Для начала я создал новых големов. По-любому часть из них мы потеряли во время рейда. Мне нужны изумруды, жители любят только их, особенно Геннадий, но мы к нему еще вернемся. На данный момент в деревне где-то 7 жителей, к концу видео мы обязаны удвоить это количество. Но мы не только будем размножать горожан, прокачивать их обязательно тоже будем. Как по мне, лучший способ сейчас это нарубить тростника, переделать его бумагу и продать библиотекарям. Их у нас, кстати, много. Но все они теперь не прокачаны. Еще можно продавать фермерам пшеницу и картошку. Соответствующая ферма для этого у нас тоже есть. Пришло время заняться деревней по полной. Из этого получится целый цикл видео, рядом есть еще соседняя деревня. Для начала я решил протестировать размножение крестьян на примере моих домашних жителей, которые недавно поселились у меня. Кидаем по 16 моркови каждому и ждем небольшой отрезок времени. Появился вот такой малыш. Этот способ теперь можно применить и на горожанах в деревне. Все по той же схеме, 16 морковки каждому. Но улучшить деревню нужно не только за счет их представителей, но и благодаря домам, дорогам и инфраструктуре в целом. Поэтому я построил мостик через речку, оформил его и... Почему нет? Выглядит неплохо. Какой же я майнкрафтер, если не схожу в видео в шахту? Я нашел спавнер с ядовитым пауком и зомби. Моя цель была накопать как можно больше гравия и, конечно, угля. Его у меня было мало. Плюсом я спустился на минусовые координаты ближе к лаве и добыл обсидиана. Прямо сейчас захотелось снять видео, где я без всяких эффектов и склеек копаю шахту и играю в Майнкрафт, как 7 лет назад. Детство. Только меня во время строительства дороги и кормления куриц могло занести снова в пещеры, где на этот раз, угадайте сами, что я нашел? А нашел я новый спаунер и пластинку. Юху! После я построил красивый аквариум. В пещере я поймал эту рыбку, теперь она будет жить со мной. Самое время разобрать заброшенное здание. Теперь я построил небольшой мостик между двумя будущими речками. Копаем траншею и заливаем водой. На лодке здесь можно плавать уже на ура. Это дизайн моего нового домика для жителей. Я собираюсь обновить все дома таким образом. Для этого мы сейчас будем менять булыжник на каменные кирпичи абсолютно в каждом доме. Я посчитал всех жителей и понял, для полного комплекта нужно еще 6 профессий. Для этой цели я построил еще 5 домов. В каждом уже есть блоки для получения новой профессии. В самом центре много свободного места. Я переделал его, теперь это площадь, в которой жители могут вместе собираться и обсуждать важные дела. Они это любят. Во время строительства к нам в деревню пришел Геннадий. О, здорово, Геннадий, к нам Геннадий пришел. Однако цены у тебя до сих пор очень высокие. Я еще не изумрудный магнат, но когда-нибудь я у тебя полностью все обязательно скуплю. Еще одним нововведением стали фонари на площади, плюсом я продлил дорогу в разных направлениях. Помните, в начале видео я сказал, только как оказалось спустя почти 100 дней рейда были и те, кто на защиту деревни не пришел.
Так вот, обнаружил я их именно сейчас. Лошадь привлекла мое внимание. Я подошел и увидел в этой подводной яме целых 5 големов. Как вы впятером там оказались? У меня вопрос, чем вы тут занимаетесь? Конечно, я им помог выбраться наружу, все были спасены. Могу с уверенностью отметить, жителей уже больше 15, а это значит, что мы как минимум их удвоили по сравнению с началом видео. Ближется самое интересное, мы еще столько построили. На окраине моей деревни я посадил немного пшеницы. До деревни пару блоков, но я переживал, сможет ли фермер до сюда дойти. Но он смог. Вуаля! И центр деревни мгновенно преобразился. Здесь и статуя жителя, и много разных декораций. И самое главное, я наконец нашел жителя, который будет продавать мне починку. Я мгновенно скупил у него все починки. Эй, житель! Житель. Оп! Попался. Теперь-то ты от меня не уйдешь. Чтобы эпично закончить это строительство, я отправился покорять океан. Порталы, корабли и клады. Весь инвентарь шелкера забиты. Да будет праздничный салют. Ура! Подпишитесь. Подписка — это круто. Let's go.